Мои креветочки, садитесь поудобнее. Сегодня будет экскурс в кинематограф, который снимался не ради Оскара, а чтобы Аллочку снять красиво. Эпохальный фильм «Пришла и говорю». Ой, Аллочка не просто пришла, поговорила, а еще и фильм про это сняла. Материал брали из жизни, гастролей, репетиций, закулисья. Все, что обычно люди прячут, Аллочка показала крупным планом, с огоньком. Ну и, конечно же, газета «Комсомольская правда» сказала, что «Пришла и говорю», это лучший фильм года. Что делает советский экран? Начинает скулить. Пернул в лужу комментарием, что почему нету в фильме патриотических песен, один гламур и кураж. В Одессе бы сказали 2 еврея, 3 мнения. И таки да, Мосфильм не стал крутить носом, потому что они прекрасно понимают, что у Аллочки касса работает лучше, чем двигатель у «Жигулей» зимой. На эти деньги, что заработал фильм «Пришла и говорю», Мосфильм теперь мог снимать свои фильмы не только из палок и досок, но еще и из фанеры. Атмосфера в кинотеатрах была как на шоу «Рокки хоррора». Люди плясали между рядами, подпевали «Аллочке, люблю, как любила». И контролер не знал, кого выгонять первым. Или те, кто пели фальшиво, или те, кто бил чечетку. За сценарий скажем спасибо Ильюше Резнику, так как он взял оригинальный сценарий Мосфильма и выкинул его в мусорное ведро. И правильно сделал, потому что когда у вас в кадре Алла Борисовна, она сама себе сценарий, она сама себе главная звезда, и кульминация, и сюжет, и массовка, и в конце концов кассовый блокбастер. Значит, начинается у нас фильм с тумана, как у Джона Карпентера. Но это не привоз ранним утром, это Алла Борисовна нагнала хичкоковского саспенса. Идет медленно к оператору, чтобы проверить, жив ли он или откинулся от счастья. Зрители вжимаются в кресло, и тут начинается Ой, Аллочка в костюме Бэтмена влетает на сцену. Борис Моисеев сзади ножкой тыц. Ну и у зрителей, конечно, мокрые ладошки, и не только ладошки, как вы понимаете. А это, между прочим, всего лишь интро, после которого «Пришла и говорю, как и нынешнему снегу». Ну, вы поняли, после чего мы видим, как Аллочка нежится в постели, ну, настоящая советская Мадонна. Ну, что вы хотите, это Мосфильм, а не Плейбой. А дальше, мои писечки, заявление века. Только в кино. Алла Борисовна рассказывает, что снимайте меня почаще в кино. Я могу быть и Эллен Рипли из «Чужого», и персонажем из «Ангелов Чарли», и Лесли Истербрук из «Полицейской академии». Сюжет начинает закручиваться, фильм превращается в натуральный триллер. Ее преследует самец на ВАЗ-2107. Это «Жигули» с прямоугольными фарами, как глаза у зрителей. Но маньяк быстро понял, что Аллочке не надо делать нервы, лучше бы сидел дома и пил кефир. Потому что Аллочку не так просто догнать. Она и в ресторане, и в телевизоре. Везде нужна, везде актуальна. В общем, «Жигулист» сам стал жертвой преследования, потому что не надо было делать Аллочке нервы. Она сама кому хочешь сделает. А дальше, мои писесочки, всегда актуальный хит «Гонка» с Борисом Моисеевым. Выбирай, бежать или жить. В Советском Союзе это особенно хорошо звучало. Или ты бежишь за колбасой, или живешь без нее. Но главный шедевр — это, конечно, суперхит «Я устала». Помните, как Аллочка с одного угла перекатывалась в другой, показывала чудеса акробатики? Да такие, что цирк на Цветном бульваре в панике закрылся на реконструкцию. После разминки легендарный хит «Самолеты улетают». Самолет летит, слеза катится. Ну и финальный удар «Святая ложь, пусть даже ты свята, твоя мне надоела доброта». В смысле, поп-икона намекает, что если лапша с телевизора перестает держаться на ушах, готовься, что тебя ею отхлестают по щекам. В общем, мои креветочки, фильм оказался настолько успешным, что саундтрек на виниле от фирмы «Мелодия» разлетался, как горячие пирожки. После фильма одни падали в обморок от восторга, другие от возмущения, но все падали, потому что этот фильм — настоящая легенда советского кинематографа.
Ха-ха. Ну и спасибо Серхио Чиконе. Подписывайтесь на его инстаграм. Ой, у него столько интересных винилов. Есть на что посмотреть. Ну и подписывайтесь и на мой YouTube канал Макс Земля Шоу, потому что мне тоже нужна подписочка. Ты посмотри, как мало подписочек. Что происходит, девочки? Давайте быстренько ставьте лайки и теребите колокольчик, заклитерочек, чтобы не пропустить мои следующие видео.